Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про историю и особенности кавказской мультипликации. Ну, историю я так в двух словах-то не расскажу, потому что, конечно, анимация в той же Грузии зарождалась, если я правильно помню, еще до войны, и действительно были свои традиции и свои очень мощные традиции есть у армянской анимации, которая, наверное, вот если так говорить о зрителе советском вообще, то лучше всего была известна именно армянская анимация благодаря гению по имени Роберт Саакянц, который сделал знаменитые мультфильмы «В синем море в белой пене», «Ишь ты, масленица», «Ух ты, говорящая рыба». И, конечно, все их прекрасно знают, они веселые, искрометные. Но на самом деле есть еще один интересный момент, что армянином является, свою работу в Армении начинал один из самых величайших советских режиссеров Лев Атаманов, который сделал знаменитую «Снежную королеву», «Золотую антилопу», «Аленький цветочек» и вообще все самые лучшие практически фильмы сделал Лев Атаманов. Поэтому, конечно, с Кавказом очень много в советской мультипликации связано. Но, к сожалению, если говорить о сегодняшнем дне, то ситуация очень такая плохая. То есть при этом я говорила даже с грузинами на эту тему, что и не очень поддерживается, и студии разрушены. И фактически, вот если вы посмотрите, допустим, на любой фестиваль анимационный сегодня, да, то вы там ни грузинских, ни армянских, ни азербайджанских фильмов не увидите. И, возможно, что-то делается чуть-чуть, но, например, я из азербайджанских фильмов за последние 10 лет видела один, да, вот в фестивальном потоке, при том, что я ежегодно смотрю тысячи фильмов, вот один азербайджанский. Из грузинских какие-то самодеятельные работы, которые вот кто-то делал с детьми, там какая-то детская студия. Из армянских несколько, но тоже очень-очень мало. То есть вот фактически после смерти Саакянца, то есть при Саакянце очень много делалось там, и даже в 2000-х годах, в нулевых годах это и «Таверна» сериал, и даже вот вы зайдете, там, не знаю, в любой Ашан, вы увидите диски с его образовательными программами, какими-то там по географии или еще почему-то анимационными. Вы знаете, конечно, национальные сказки там и грузинские, и осетинские, какие угодно, они экранизируются. То есть и в «Горе самоцветов» сказки, то есть вот, но тоже сейчас я могу спутать, грузинская или осетинская «Гордый мышь», например, Наташи Березовой. По-моему, она осетинская сказка. То есть есть такие примеры, конечно, их довольно много. То есть есть, например, грузинская колыбельная в проекте «Колыбельные мира», и армянская есть колыбельная. Есть какие-то, по-моему, какая-то дагестанская есть сказка в «Горе самоцветов». То есть, конечно, мы в России, в этом смысле мы совершенно не забываем о Кавказе, и наследие прекрасное, культурное Кавказского региона, оно очень широко используется в анимации.